В этом видео у нас будет вторая часть по вязанию балаклавы, вот как она смотрится по итогу. И для этого нам уже потребуется связать 8 квадратиков бабушкиных. В первой части все я показывала, рассказывала. И сейчас нам нужно будет еще обвязать все наши квадраты. Обвязывать можно любым цветом, тем, который был последний ряд, либо любым другим. Это вообще не важно, только на ваш вкус. В самую крайнюю, как бы у нас дырочку, заводим нить и фиксирующую сейчас делаем первую нить, а далее пойдем столбиками без накида, то есть заводим в петлю и захватываем нить, выводим сразу через 2 нити и проводим. Вот видите, у нас сейчас 3 наших столбика, и мы между ними должны создать 2 таких петли, то есть 2 столбика без накида. Где у нас расстояние, то мы делаем 3 столбика без накида. А потом у нас опять 3 столбика. Здесь будет только 2 дырочки, как бы для того, чтобы мы могли создать с вами петельки, которыми мы обвязываем. Ну, столбики, которыми мы обвязываем. Вот 2. Когда у нас опять расстояние, то мы проделываем 3 столбика без накида. И так идем далее, далее, далее. На боковушках делаем 2 столбика с накидом и еще 2 столбика с накидом. То есть мы не делаем никаких воздушных петель. В итоге у нас получается просто 4 столбика с накидом, заканчивая одну линию и начиная вторую линию. Если вы не понимаете, как я на видео делаю столбик без накида, простите, я там, по-моему, забыла сказать, что без накида, то просто загуглите, посмотрите, как он делается. Но это просто захват петли и захват нити и проводим через 2 петли. То есть это столбик без накида у нас будет. Так я буду обвязывать все 8 своих квадратов. На самом деле можно было их обвязать сразу, как только мы их вязали, сразу вот как бы той же нитью, но я, к сожалению, думала, что буду соединять немного иначе, а в итоге все-таки пришлось вот с обвязкой это все делать, чтобы далее потом соединять. Надеюсь, что вы все обвяжете, это не так долго происходит, просто выберите нить, которая вам подойдет, либо теми же, которые вот у вас квадрат, последний ряд сплетен. На данном этапе, это еще без обвязки, когда я думала, что буду делать, я вам хочу показать, как вот соединять мы потом будем все квадраты и как это все будет выглядеть. Вы, если хотите, можете также сделать, чтобы примерить, да. И
это выглядит все таким образом. Нитки я просто взяла любые другие, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть. А как располагаются квадраты у меня вот таким образом. Рекомендую вам также сделать. Здесь уже у меня обвязаны все квадраты. И нужно будет проходить и соединительными рядами соединять за внутреннюю петлю. Любым тоже цветом. И я выбрала желтый цвет, мне нравится такое яркое. Сейчас будем соединять, и делать это будем за полупетлю. То есть вот сначала мы с вами заводим в одну полупетлю одного квадрата и за вторую полупетлю внутреннюю с другого квадрата. Вот таким образом я захвачу сейчас мою желтую нить. И первое, это, конечно, такой фиксированный такой будет. То есть мы сейчас, я захватила. И далее я опять беру полупетлю, которая внутренняя, захватываю полупетлю второго квадрата, потом захватываю нить свою и провожу сквозь все мои петельки, чтобы соединить. То есть, надеюсь, вы понимаете, что такое полупетля. Полупетля — это вот одна такая, то есть петля состоит из двух у нас ниточек. Полупетля будет внешней, в нашем случае внутренней. Вот мы захватываем с вами за внутреннюю полупетлю и соединяем. Тут соединение будет не очень простое, потому что как бы я ни пыталась придумать так, чтобы пройти сразу одной нитью все и соединить квадраты, у меня не получалось. Где-то я заканчивала и начинала заново. Вот как сейчас в начале тоже было, да? То есть отрезала желтую нить, потому что не смогла сообразить, как соединить все одной линией, пройти без отрезов. Вот. Поэтому, если вы сможете, то здорово. Если нет, то можете соединять просто по 2 квадрата, по 1, по 3, как у вас будет получаться. Вот я соединила 2 квадрата, сейчас перехожу к третьему. Напоминаю вам вот об этом видео, как располагаются мои квадраты. Можете к нему переходить. Я оставлю ссылку на него, тайм-код на то, где я показываю, как они у меня располагаются, чтобы не забыть. И вот начинаю следующий третий квадрат прикреплять. И так пойду. Единственное, еще у нас будет обвязка по низу обязательная, и где у нас голова. То есть там тоже нужно будет обвязать дважды, но сначала единожды.
Вот, посмотрите тот случай. Я соединила 4 квадрата, и сейчас у меня это низ, как бы, да, получается, моей балаклавы. И я здесь делаю просто обвязку, как мы делали столбики без накида, когда обвязывали вот в начале нашего видео. Здесь я просто по низу иду и обвязываю желтым, чтобы у меня все-таки как бы желтые вот эти не ряды, ну, соединительные все вот эти петли, они у меня были желтые, а не так, что соединения желтые, а внизу нет ничего желтого. Так, ну вот у меня обвязалась, соединилась вся балаклава, и сейчас, где у нас выходит наше лицо, я хочу немножко сжать, потому что слишком получилось растянутое, и я прикрепляю, опять же, желтую нить, и сейчас пойду столбиками также через один, правда, чтобы немножко сжать. Посмотрите на видео, я думаю, вам будет все понятно. Сначала я фиксирую как бы свою нить, которой буду идти, и сейчас через 2, возможно, даже можно, ну, во вторую дырочку, да, через один столбик я делаю вот также, опять же, столбик без накида и иду по кругу. Тогда у нас немного сожмется наше вот это вот углубление, не углубление, а дырочка для лица. Заканчивать буду просто соединением. Это тоже будет все на видео.
итоге получилась вот такая балаклава. Я прикреплю несколько фото, на которых все четко видно. Достаточно интересная получилась. Естественно, она не на зиму, она более даже декоративная, она не для всех. Я надеюсь, вы это понимаете, но я такие вещи люблю. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Пока-пока.